И на этом прямом эфире я отвечу на 8 или там 10 вопросов. Зачем ехать в Грузию? Что посмотреть в Грузии? Как обстоят дела с частными школами на русском языке в Грузии? Как выбрать ресторан в Батуми или Тбилиси? Личный опыт. Где пробовать настоящую грузинскую кухню? Как по-грузински будет, как на грузинском языке слово, и о том, что мы решили делать словарь на Мадлобе. Как правильно снимать квартиру на год и будет ли в ноябре стоимость на жилье еще меньше. Как добраться из Тбилиси в Батуми и обратно. И про интернет-торговлю, насколько развита и чего ожидать. Вот такие вопросы я сегодня расскажу. Думаю, что будет интересно. Это лично мой опыт, это личный опыт моей семьи, моей команды. Нашего проживания здесь уже будет 3-я зима. И, как видите, глубокой осенью это не назовешь. То есть это 2-й месяц осени, и у нас еще вполне себе комфортно. И это радует, это то, что всегда привлекает. Давайте же пройдем по этим вопросам. Я напоминаю, что это видео, эти статьи созданы и при поддержке каталога Мадлоба. Это каталог Мадлоба, ссылочка будет внизу. Все для русских или для русскоговорящих, вот так вот, туристов в Грузии. Мы собираем полезные советы, лайфхаки, места, реальные отзывы о заведениях, о магазинах. Собираем то, что пригодилось нам, и даем это в абсолютно бесплатный доступ. Берите, пользуйтесь. 100 достопримечательностей, 100 крепостей, 100 рукотворных достопримечательностей, там куча музеев, куча интересных мест, необычных тропинок. Это все есть в блоге Мадлоба. Переходите, смотрите, выбирайте организации, а мы начинаем. Итак, друзья мои, вопрос, который задает мне довольно большое количество людей. Александр, зачем нам ехать в Грузию? Вот чем Грузия отличается, не знаю, там от той. Я вам дам 7 причин, по которым я бы рекомендовал вам приехать в Грузию, осмотреться и посмотреть. 7 причин от каталога Мадлоба. Итак, первая причина – это то, что попасть в Грузию просто. Попасть в Грузию просто, потому что виза в Грузию не нужна. Вы по прилету прилетаете в аэропорт с Минского аэропорта, с Киевского аэропорта, с откуда угодно, кроме, естественно, России, и попадаете в Грузию на год. Вы можете здесь быть целый год на вполне легальных условиях, и целый год вам никто слова не скажет. По прошествии года вам достаточно выехать из страны хотя бы там на 5 минут и заехать обратно. Батуми, тут до Турции полчаса, езды неспешно. Выехали, заехали, и у вас снова год. Снова год пребывания в этой чудесной солнечной стране. Препонов минимум, каких-то требований минимум. По отношению к другим странам, где покажи бумажку и без бумажки ты букашка, Грузия очень и очень лояльная страна по отношению к туристам. И здесь, вот за 3 года меня ни разу не останавливала полиция для проверки документов. Ни разу. В Москве, я думаю, что эта цифра на порядке выше и быстрее. Попасть сюда очень просто, это первая причина. Вторая причина, это, конечно же, вы можете лично лицезреть невероятные природные красоты. Вы можете лично, вот смотрите, там Грузия, куда ты не стал, вот обернулся, горы, небо, облака. Вот такого голубого неба я в Беларуси не видел. Вот такого высокого неба я не видел в России. Вот таких вот красот я видел только на картинках, это не передать, это не 3D, это то, что вы видите. Когда мы едем куда-нибудь в Тбилиси, там, где нет туристических больших маршрутов, вы приезжаете в самобытную Грузию, вы попадаете в деревню и думаете, что вы в фантастическом фильме. Потому что вы находитесь на такой неописуемой местности. Вы вот куда ни плюнь, куда ни глянь, куда ни перейди, открываются просто природные красоты. Вот Грузия, вот это то место, куда ты стал, там попал в рай. В рай визуальный.
она не испорчена индустриально никак. Тут нет больших труб, заводов, тут нет как бы таких вот огромных там каких-нибудь там частных владений, которые закрыты. Это просто горы, причем Грузия это не море, Батуми это тоже не море. Да, Грузия это прежде всего горы и природный такой ландшафт. И вот не зря говорят о том, что когда Бог делил там, да, землю, грузины опоздали. Опоздали, потому что там они встречали гостей, они там провожали гостей, не могли отвлекаться, потому что у них были гости, и Бог выделил им то, что придержал для себя. И вот это красоты, вот пока вы не в Грузии, вы этого не понимаете. А когда вы приезжаете в Грузию, и вот лавочки. Первый, вот я много где был, но Грузия это первая страна, где я полюбил лавочки. Лавочка стоит, и вот люди ставят лавочки, ты сначала не понимаешь, идет вроде бы дорога, и потом посреди дороги на обочине стоит лавочка. Но ты понимаешь, когда ты подходишь к этой лавочке и садишься не лицом к дороге, а лицом к Грузии, лицом к этому самому ландшафту. И хочется сидеть. И ты понимаешь, что ищут люди, когда они ездят там в Индию для медитации. То есть они ищут то, чтобы глаза и мозг кайфовали. И Грузия это то место, где ваш мозг точно будет кайфовать. Вот это то место, где можно кайфовать от вида, от великолепия природы, от тех красот, широт и огромного количества всевозможных достопримечательностей, которые нерукотворны. И вот здесь, наверное, ты понимаешь, что кто-то есть Всевышний, потому что создать такую красоту случайно, это как бы так вот, ну, очень-очень тяжело. Тут я монтажера попрошу, чтобы он поставил, ну, виды Грузии, наши те лавочки, где я сидел. Обязательно. Вот эти лавочки, это прям божественные лавочки. Это то, вот я знаю, когда я буду умирать, у меня перед глазами будет пробегать жизнь, и эти лавочки будут в топе. Это так для себя, это там должны записать. Вот, дальше. Третья причина, почему вам нужно ехать, зачем вам нужно ехать в Грузию, это порадоваться ценам, порадоваться стоимости. Но стоимость здесь приятная на многие вещи. Особенно сейчас, когда туристический сезон схлопывается, когда здесь вроде бы уже как бы бума туристов нет, все становится, стабилизируется. Такси становится, то есть оно и так дешевое, но становится еще дешевле. Рестораны еще дешевле. Гиды, яхты еще дешевле. То есть таких цен, ну, то же самое горнолыжные курорты, да, то есть как бы в 2-3 раза меньше, чем в Европе. И это радует, потому что, то есть нельзя себя не порадовать ценам, не порадовать стоимости там вкусной еды. То есть мандарины, друзья мои, где-то видели, вот тут есть в сезон, продают мандарины 50 тетри килограмм. Нет, на рынке там вот где-то еще, там они получают там 2 лари, это получается там 70 центов, ну в рубле, если брать, там 40 рублей, либо 50 рублей за килограмм. 50 рублей за килограмм мандарины в изобилии, любых там сортов, любых видов и в любом количестве. А если чуть-чуть дальше вглубь, то можно найти, внимание, вот просто внимание, да, чтобы вы понимали, по 20 рублей за килограмм. По 20 рублей за килограмм мандарины, которые еще час назад были на ветке. Хурма, мандарины, виноград, это все, заметьте, без химии. И это все очень и очень дешево. Настолько дешево, что ты сначала не веришь, и уже потом себя ловишь, когда ты идешь и думаешь, в туристический сезон ты видишь виноград, который стоит там по $2, ты думаешь, нифига себе, какая цена. Ты привык. Ты привык, что покупать этот виноград меньше $1. Ты привык покупать по 70 центов, это красная цена за офигительный виноград, который, внимание, уже на послезавтра испортится. Знаете, почему он испортится? Потому что он натуральный, потому что в нем нет ничего химического. Он натуральный, его сорвали с ветки, должны съесть, либо сделать вино, иначе он испортится. Мой виноград, что я покупал его в Москве, в Киеве, в Минске, он может месяцами лежать в холодильнике, и непонятно, это виноград или парафин. Дальше. Что еще? Ну, конечно же, подлечиться. Чем подлечиться? Хорошей водой, хорошей атмосферой. Для мозга нет, мне кажется, лучше лечения, чем смотреть на красоты. Для организма, для желудка, для пищеварительного, минеральные воды здесь
не только вот распиаренная Боржоми. Здесь есть на Беглаве, здесь есть целый ряд хороших минеральных вод, которые вполне себя, вот как бы тут от качества воды, от качества еды, от солнца вы тут реально релаксуете. Нет, я не беру, что как бы поездка там, допустим, отдых на море или там поездка в горы, это дополнительные бонусы, но даже сейчас, когда вот вы тут спать я начал лучше, тут высыпаешься, тут отдыхаешь, и тут вообще хорошо, потому что здесь сам по себе воздух целебный, знаете, он не испорченный. Люди добрые, воздух целебный, еда недорогая, качественная. Что может быть? То есть здесь можно отдохнуть душой и телом и подлечиться, да? Причем как бы здесь, ну, относительно, если по медицинской страховке, то здесь и медицина вполне себе сносная. То есть сюда приезжают люди, которые делают стоматологию себе там, да, то есть потому что здесь недорогая стоматология. Здесь очень много приезжает людей, которые наращивают себе волосы. Здесь очень много людей, косметология, то есть пластическая хирургия, да, то есть как бы здесь недорого и вполне себе хорошо. Мои знакомые уже этой зимой опять приедут сюда делать стоматологию, делать зубы, вставлять себе там челюсти, да, и это хорошо, потому что здесь можно и отдохнуть, и недорого все это сделать. Следующая причина, по которой вам можно приехать и нужно приехать в Грузию, эта причина называется насладиться кухней. Насладиться кухней, но не в том смысле, что пойти в ресторан. Не в том смысле, что там попробовать там что-то такое, что вы не пробовали. Я вам скажу, что для меня в обычном есть продовольственный гипермаркет Агрохаб, и вот там кулинария, салаты, горячее, очень вкусное, даже вкуснее, чем во многих ресторанах, да, Грузии. То есть, но суть не в этом. Понимаете, насладиться грузинской кухней можно, вот я считаю, это мое личное мнение, не в ресторане. Надо поехать в Грузию, в самобытную Грузию, приехать в семью, мы так часто ездим и так часто любим, приехать в семью и с этой семьей пообедать, поужинать, позавтракать. И там будет настоящая, заметьте, аутентичная, настоящая грузинская кухня. Вы будете есть, вы будете чувствовать ту же самую форель, которую приготовили для вас, потому что грузинская кухня – это не кухня со специями, это не кухня по особому рецепту, это кухня, сделанная с душой для друзей. Заметьте, не для гостей, а для друзей. И вот эти люди, они очень гостеприимны, особенно там, где вот не слушайте русское телевидение или белорусское, там, да, что там грузины не любят русских, это все туфта, это все вам заливает в уши, и вы это знаете, да, то есть вы приедете к грузинам куда-то в деревню, в горное село, попроситесь переночевать, предложите деньги, очень часто даже скажут, и денег не надо, да, то есть, и вот там грузинская кухня, которой вы действительно насладитесь, то есть вот там из молока, которое только сейчас коровы выдаили, вам сделают тесто, из этого теста сделают лепешки с творогом, да, то есть прямо из куриц, которые бегали там, да, сделают вам вполне себе хороший шашлык, угостят хорошим настоящим грузинским вином, и вы почувствуете вкус Грузии, почувствуете вкус вот этой самобытности настоящей Грузии, которая была, есть и будет. Вот этот вот вкус, он непередаваемый. Дальше, зачем вам еще приезжать в Грузию? Сразу хочу сказать, Грузия мне не платила, это мое личное мнение. И как это, вот. Ну, еще, конечно же, зачем вам приезжать в Грузию, это насладиться историей. Насладиться и побывать в тех местах, в очень древних местах. Тут есть пещеры, где писали люди наскальную там вот свои письмена, когда наши предки еще разжигали там костер этими палочками, понимаете? Здесь письменность, здесь настолько, причем это не только определенные места. Вот куда можно поехать, то есть вот вы отъехали 5 километров, то есть стали, 5 минут проехали, стали и опять шедевр истории. Грузия сама по себе это памятник истории.
Тут все памятник истории, тут у них песни, у них занесены там в книгу, там охраняются ЮНЕСКО, там, да, там язык, их алфавит охраняется, то есть тут все дышит историей, тут все пропитано историей, потому что Грузия, она в таком месте, на рубеже, на границе стран, там на границе там Европы и Азии, и вот это вот место, которое ее соединяет, да, как бы у нее очень большая история, ее много раз завоевывали, они опять отвоевывались, но Грузия, она, то есть, прикиньте, там 3000 лет, 3000 лет здесь есть некоторым селением, то есть, и это все на каждом углу, на каждом шагу, и вот она настолько самобытная, причем, внимание, местные многие не знают, да, потому что для них это само собой разумеющееся, да, то есть они такие, ну вот как бы, вот, и здесь важно не идти по тем тропам, которые вас там вводит экскурсовод, а просто попробуйте, допустим, перейдите в каталог Мадлоба по ссылочке ниже, и там будет 100 природных памятников Грузии. Просто пролистайте, там подробная информация, где эти памятники находятся, как посмотреть, что вы там увидите, там, да. Мы собрали для этого, для вас, для себя, а потом поделились с вами, потому что хочется узнавать, или, допустим, 100 достопримечательностей рукотворных, исторических, да, там памятников, которые создала Грузия, либо вот тот же самый ботанический сад Батумский. Это же шедевр. Это то место, которое создали давным-давно, и оно до сих пор цветет, процветает и радует туристов. Это то место, куда мы зачастую, особенно в том году, ездили чуть ли не каждый день. А почему? Потому что там потрясающие виды. И там все пропитано историей. Грузия — это сама по себе история. Даже здесь идешь по Батуми, в этом доме жил там Лермонтов, в этом доме жил там тот, в этом доме жил там тот, в этом доме жил и творил. Конечно, хочется, чтобы когда-нибудь Батуми написала, что в этом доме жил там Исан Некрашевич, жил и творил историю и помогал русскоязычным туристам понять и полюбить Грузию еще больше, как любит он ее. Хочется, да, но вот Грузия благодарная страна, она помнит, она чтит, и улицы здесь, улица Лермонтова пересекается с улицей Пушкина. А почему? Потому что и Пушкин, и Лермонтов, наверное, были здесь, как бы, и люди, они очень культурные, и вот эта вот культура, традиции, история, это очень-очень покупает. Поэтому прикоснуться к древней истории в Грузии просто. Вот посмотреть памятники, посмотреть действительно те места, где, или побывать в пещерах, где были люди, жили люди там 2000 лет назад. Посмотреть их быт, посмотреть, что они там делали, там, да, то есть это сколько нам лет, 2000 лет назад. То есть и это все можно прикоснуться реально, тут куда ни приди, всегда вот памятник. То есть Грузия, мне кажется, это сплошная вот. Просто представьте карту Грузии и подумайте, что это просто такая, как это, исторический музей под открытым небом. Дальше. Крепости. Крепостей, друзья мои, крепостей в Грузии у нас опять же есть каталог Мадлоба, есть каталог всех крепостей, которые есть на территории Грузии. Я не знал, что их так много. То есть я раньше изучал крепости и смотрел крепости там Испании, крепости Италии, крепости Португалии. Для меня было как бы, ну вот, да. А под носом, прямо там в 2 часах лета от моей спальни, в это время была Грузия. Грузия, в которой крепостей, то есть, ну, это не те крепости. Тут есть крепости, там, допустим, где есть бойницы, где есть окна, но тут бывает, ты приезжаешь и просто груда камней. Это крепость. И ты понимаешь, что, то есть, вот, но там настолько это атмосферно, там одна стеночка осталась живая, либо ты пробираешься в высокогорье, поднимаешься, ты ожидаешь там, что будет какая-то крепость, поднимаешься, там заросли, ты чувствуешь себя таким первопроходцем, знаете, как джунгли, не хватает такого мачете, что ты там шел и по этим джунглям рубил, но все так реально, ты поднимаешься, а потом стоит крепость, и твой проводырь говорит: ну, я бы туда не полез, там есть змеи, но можете лезть, если вам нет, они ничего, они не ядовитые, и в принципе еще, наверное, никто не умирал от их укусов, и ты понимаешь, знаете, такой заколдованный дом, да, вот, и это классно, это те ощущения, которые, классные ощущения, те крепости, где, опять же, история, ты понимаешь, то есть здесь ты понимаешь сущность, почему крепости ставили, да, потому что как бы не для того, то есть казалось бы, ну какой дурак может пойти
в эту крепость, ее завоевывать, на эту гору, куда не подняться, где тебе будут кидать там этими камнями, стрелами в голову, если ее можно обойти. И тут ты понимаешь, что в Грузии так много крепостей, и они настолько часто здесь поставлены, потому что как бы люди или завоеватели, они не могли обойти крепости, потому что оставлять внутри, у себя, в тылу, оставлять фортпост врага, они не могли, поэтому и грузины тут сражались, защищали, и до сих пор они самоотверженно, и вот эти места, они прям пропитаны историей. Крепости, монастыри, тут очень много церквей, причем Грузия это очень такая, мультирелигиозная, наверное, страна. Здесь нет какого-то, вот здесь очень уживаются и христиане, и мусульмане, евреи и там, не знаю, атеисты. Тут как бы у каждого своя вера, и никто никому не мешает. Тут нет такого, что вот как бы там ты не наш, там, да, и при этом здесь не показывают это, там, никого не принуждают, да, здесь как бы, не веришь, не веришь, да, как бы, вот мусульманин, и мусульманин. Как бы, тут нет такого выпячивания этого, тоже хорошо, да, тут такое как бы, она получается из-за того, что была на границе Европы и Азии, здесь были разные религии, и люди научились жить вместе. Научились жить, научились творить, научились любить, продавать, и это опять же история. И здесь можно к ней прикоснуться. Дальше, друзья мои, естественно, это почувствовать гостеприимство. Давайте я скажу вам два примера, о которых я даже не мог и помыслить ни в России, ни в Москве. Вот много говорят там о гостеприимстве, да, это, кажется, рекламный слоган. Просто рекламный слоган, что типа там Грузия, гостеприимная страна, там пла-пла-пла-пла-пла-пла. Я расскажу два примера из жизни моего прошлого года. В прошлом году мы поехали с семьей отдыхать и вызвали такси, чтобы он нас завезло и привезло. Такси мы вызвали. Это был микроавтобус с вполне таким добрым, интересным человеком Мамукой. И вот мы вызвали такси, он нас завез, причем аккуратно ехал, что меня порадовало, да, там все было. То есть, смотрите мой ролик про таксистов в Грузии, это был образцовый таксист. Вам музыка не мешает, дверь откроет, спросит, не гонит, остановится где скажешь, подъедет куда, не торопит, когда ты останавливаешься, да, то есть, и вот мы на обратном пути, и потом, когда мы ехали обратно, он говорит, извините, там у меня, у мамы, можно чуть-чуть отобьемся от маршрута, я заеду домой. Я говорю, вообще базара нет. Да? Оказывается, у него у мамы день рождения было, и он должен был заехать, просто поздравить ее, потому что как бы, мы с утра уехали и приехали вечером. И вот нас, заметьте, таксист, который вез нас просто по работе, он нас приглашал, то есть как бы он пошел и тут же вернулся, говорит, а вы чего сидите? Как чего? Потому что мы ждем, пока ты придешь, думаю я. Говорит, нет, пойдемте со мной. 4 человека, совершенно незнакомых, которые едут на такси, приезжают в дом к грузинам, которые видят вас в первый раз в жизни, от слова вообще. Там большая компания, дети, там все, да? Они сажают вас за стол и начинают кормить, поить, тортами там, туда-сюда. Теперь внимание, еще, когда мы уже собрались, нам уже неудобно было уходить домой, нам еще с собой надавали, а еще моей супруге надавали растений и цветов домашних, да, в горшочках, чтобы, потому что она же увлекается, да, и вот это гостеприимство, знаете, вот это настоящее гостеприимство, которое вы вот мало где попробуйте слово вообще. Я даже не представляю, что меня белорусский таксист завел к себе так, и у меня, то есть даже в теории нет такого, да, даже во сне, вот если кому-то скажу, то я молчу про российских, да, и про украинских таксистов. Не бывает такого, в Грузии это нормально. Второй момент, тоже, который характеризует Грузию, гостеприимство ее. Мы очень любим ездить по необычным местам, по тем местам, где, не экскурсионные. И мы ехали
и знали, что где-то в этом месте есть водопад. Но мы остановились спросить просто дом, там люди около машины стоят, мы спросили у этих людей, они нам показали, ну, примерно дорогу, и мы там уже пошли вверх пешком. Потом нас догоняет этот человек с дочкой, и говорит: так что вы пешком, я вас довезу. Мы ему объясняем, что мы потому и приехали сюда, потому что нам по кайфу ходить пешком. Ну, жиры растрясать туда-сюда. Он говорит: да, вы еще находитесь, давайте я вас туда завезу, а обратно вы пешком. Будет интереснее, как бы там, да, там в этом формате, как бы, ну. И поехали. Сели, поехали, показали, сделали нам экскурсию, потом привезли домой. Ну, опять спустились, говорит: да зайдите ко мне домой, да, мы там поели, ну, перекусили. Я пытался дать деньги. Теперь внимание, не взяли. Причем лицо было настолько... вот я понимал, что если я буду настаивать, он обидится. Это Грузия, это гостеприимная Грузия, и это то, что работает. Это то, что... Ну, и таких примеров много, таких примеров, ну, прям масса. То есть вы идете, вот мы идем по улице, а мы ходим, потому что мы много работаем сидя. И мы ходим. И вот лето, жара, мы идем от Мамии, допустим, в сторону моря пешком по дороге. Жара там плюс 30 валит, да? И то есть останавливаются машины не для того, чтобы предложить такси, а для того, чтобы вас подвезти. Я говорю: так жарко, я вас подвезу. Я говорю: так мы такси no. Он говорит: так это не такси, это бесплатно, просто потому что жарко, я на машине. Это Грузия. Это Грузия, это вот то, чего не передать, это то, чего не описать, это то, что как бы не пишут в справочниках, да, то есть вот это вы не прочувствуете, когда вы будете жить там в отеле, там первая береговая линия, надо идти смотреть саму Грузию, сам народ, который как бы, вот это гостеприимство надо прочувствовать именно там, внутри Грузии, это будет классно. Это 6, да, седьмой пункт, завершающий, это побывать в атмосфере тепла, солнца и улыбок. Вам нужно приехать в Грузию обязательно, друзья мои, потому что здесь еще люди не разучились улыбаться. Они улыбаются и искренне. Нет, я не беру тех людей, которые стоят на причале и предлагают вам на яхте. Либо тех людей, которые стоят около магазина, и такси недорого. Они улыбаются, но не искренне. Они улыбаются, как все. В Грузии люди могут улыбаться тепло, искренне. И вот, понимаете, сама по себе атмосфера, которая создает эта улыбка, она теплая. Вкусный горный воздух, солнце, которое даже в конце октября светит так тепло, что прям приятно, делают эту атмосферу в Грузии по-настоящему теплой, незабываемой, яркой и такой вот уютной по-домашнему. Именно поэтому мы здесь живем уже будем зимовать третью зиму и не хотим уезжать. Не хотим, потому что я уже знаю, что меня ждет во многих странах. Да, здесь нет сервиса, от слова вообще. И может быть поэтому эта самобытность и хороша, потому что здесь люди еще не испорчены гонкой за деньгами, гонками за заработками. Да? То есть вот тут недалеко Турция, из два мира абсолютно разных. Два разных мира, Турция и Грузия, потому что Турция, не потому что там мусульмане или там что-то такое, да, а потому что там у тебя готовы будут станцевать, спеть, сплясать, что ты только купил. Это Турция, да, они там вот кругом, там, да, заходи, там, а Грузия, она такая самобытная, они еще до сих пор ждут, что к ним придут, сами все купят, что их найдут, да, и это радует, друзья мои, это вот то, что хочется сюда прибывать снова и снова, хочется идти в эти деревни, хочется, ты понимаешь, что вот вне туристических маршрутах там лица открытые, добрые и теплые. Там люди изначально, вы знаете, чем мне нравится Европа? Тем, что там изначально тебя воспринимают как друга, пока ты не сделал что-то плохого. А Россия и Белоруссия, и Украина в том числе, я думаю, это мое личное мнение, там, да, тебя воспринимают изначально как врага, и ты должен доказать, что ты друг. Вот Грузия, она тебя изначально воспринимает как друга, она к тебе изначально относится хорошо, пока ты не сделал что-то плохого. То есть, ну, понятно, что как бы здесь есть
неадекватные товарищи. Понятно, что есть некоторое количество неадекватных грузинов, но оно то есть оно не только мало, оно, наверное, в процентах соотношении столько, сколько есть в любой стране. Просто количество добрых людей, открытых, здесь больше, и оно зашкаливает в разы. Тут нет нейтральных, тут очень мало нейтральных людей. Тут люди, они открытые лица. Вот открытые лица такие вот как бы, и это подкупает. Я думаю, что этот видеоролик поможет вам принять решение и приехать в великолепную солнечную Грузию и стать частью, попробовать насладиться историей, кухней, улыбками, теплом, видами, атмосферой, кухней, да, попробовать себя в роли открывателя новой страны, новых ощущений и новых эмоций. Приезжайте в Грузию за эмоциями, смотрите наш каталог Мадлоба, где мы помогаем вам, размещаем там то, чего не хватало нам. Это популярные места, интересные места, необычные, ответы на вопросы туристов. Ну, все мы собрали в каталоге Мадлоба, и прежде чем задавать их где-то в сообществах, почитайте, там, скорее всего, уже ответ на ваш вопрос уже есть. Пара-барабам. Ну что, нормально? Сколько я уже там... Полчаса? Эй, товарищи, друзья, авторитетные чуваки. Какие полчаса, а? Какие? Полчаса. Что посмотреть в Грузии? Первое. Переходите в каталог Мадлоба по ссылочке ниже. Там смотрите 100 достопримечательностей Грузии. Открываете такой виртуальный каталог мест. Потом 100 исторических достопримечательностей, 100 музеев в Грузии, 100 мест, которые вам надо посетить в Грузии. И вот уже 400. Мы сейчас еще собираем 100 крепостей, если соберем там, да, то есть крепости там в Грузии, которые есть. Какие-то места, памятники, то есть это такие места, чтобы вы сами сначала понимали, выбирали, там фотографии, там видео, там отзывы. То есть Грузия это не так, что есть какие-то туристические тропы, это места. Грузия это сама по себе страна, где посмотреть есть что. В Грузию, если вы приезжаете на 2 недели и думаете посмотреть, охватить все, я бы рекомендовал вам не метаться по регионам, а взять просто один там Кахетию, либо Сванетию, либо Тбилиси, либо Батуми, там Аджарию, там, да, и вам 2 недели только на Аджарию, где Батуми, то есть Батуми и километров 30 от Батуми по радиусу, и у вас будет горы впечатлений. Причем самая большая ошибка это та ошибка, когда вы пытаетесь, допустим, в один день упихнуть 2 места. То есть это вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, и ничего от этого не получится. То есть я видел туристов, которые говорили, ну, у нас до обеда ботанический сад, а после обеда там, допустим, Батумский бульвар. Чуваки, какой до обеда ботанический сад? Ботанический сад, то есть вы, ваш план, ваш маршрут звучит примерно так. То есть вы заезжаете в Аграхаб, берете в Аграхабе еды, он открывается с 9 часов утра. Потом едете в Батумский ботанический сад на такси за 8 лари с Батуми. Не надо ничего там, ни машины арендовать, ничего. Приехали. Или на автобусе, прямой автобус с Батуми едет туда, это стоит там 50 или 30 тетри, билетик. А маршрутка стоит 50 тетри. То есть, чтобы понимали, да? То есть, это 6 человек на маршрутке за $1. Вот такая стоимость, да? Или 10 человек на автобусе за $1. Вы доедете от Батуми до ботанического сада. И там целый день кайфа, целый день видов, просторов, не галопом по Европам. Не надо бежать, надо наслаждаться, надо кайфовать. И вот такой план у вас должен быть
на каждое место. Когда вы приезжаете и пытаетесь, ну, посмотрели, вы не кайфанули. Вы не получили тех эмоций, которые могли бы получить, зачем вы ехали. Батумская там аллея 10 километров. Неспешным шагом в развалочку 3 часа. 3 часа прогулки туда, там перекусили и обратно. И у вас будет очень полное впечатление от красот. Вы пройдете все Батуми по аллее, вдоль набережной, вдоль моря, вдоль красивых пальм, растений, парков, садов, там вот этого всего целый день. Целый день кайфа, отдыха, веселья и наслаждения эмоций. То же самое, если вы приезжаете куда-то там в какую-нибудь крепость, там, на Рекалу. Ну не надо бежать. Вы для чего приезжаете? Чтобы поставить галочку «я здесь был» или для того, чтобы приехать туда, поесть, сфотографироваться, послушать историю, почитать историю, прикоснуться к этой истории, да, там как бы походить не спеша, это все посмотреть. Почему? Потому что многие, вот и я в том числе, вы начинаете делать ошибки, приезжая галопом. Вы похожи на руссо-туристо, облика морали, да, которые приезжают такие там типа, о, посмотри, там типа, мы были, мы видели. Ну и что вы видели? Вы же едете, вы можете с таким упорством посмотреть это по телевизору. Вам надо прикоснуться, пожить, изучить, понять, да, посмотреть вот все, что там, да, чтобы вы осознали вот глубину вот этого великолепия. А не так, что просто пришли, потому что Грузия это вот не на 2 недели, это не на месяц, это много, но лучше не утомлять себя, потому что меня удивляют люди, которые говорят, вот я читал в Фейсбуке вопрос, который говорит, мы хотим приехать там, поехать из Тбилиси там куда-то там туда-сюда, там 4 часа на машине. И хотим вернуться назад. То есть люди хотят за один день провести 8 часов в машине. Я знаю, что это такое. Вы будете очень усталые. Вам не будет ни до красот, ни широт, и остановки в машине еще это будет как бы там перекусить, пописать, до 10 часов. Что вам мешает доехать до места, там остановиться, там переночевать и обратно поехать уже там другим маршрутом, либо в другое место? Что вам мешает? Где экономия? Я понимаю, что многие типа экономия, мы же оплатили там жилье, зачем нам 2 жилья покупать? Отдыхайте, живите, получайте эмоции, потому что Грузия это то место, нельзя здесь ответить там, вот вам могут гиды сказать, надо смотреть вот это, вот это, вот это, вот это. Не надо. Сколько людей, вот столько и решений. То есть сначала перейдите в каталог Мадлоба, выберите те места, которые вам интересны. И потом путешествуйте с гидом или без, но путешествуйте, живите. Тут маршрутки по Грузии ходят в любое место, буквально в любое место. Можно добраться до маршрутки. Да? Тут вполне себе недорогие цены, можно договориться, чтобы вас завезли в одну точку. Либо на такси доехать. Тоже здесь очень недорого. Относительно Москвы, Минска, Киева здесь такси дешевое. Но просто поймите, что посмотреть в Грузии, да все. Вот вы будете ехать, вы не ошибетесь, если будете каждые 5 километров останавливаться, и будет какой-то достопримечательность, историческое там место, либо какой-нибудь красивый вид, где вы просто будете кайфовать. Вот мы очень часто едем и думаем, класс, остановились и посмотрели. То подвесной мост, то какие-то коровки, то молодой там грузинский шашлык какой-то ползает. И вот это вот все, оно классно. Классно все работает и классно все работает на эмоции. Поэтому, что посмотреть Грузию, смотрите Грузию. Смотрите Грузию и получайте эмоции. Пора барабан. Это уже короче. Как обстоят дела с частными школами на русском языке в Грузии? Отвечаю на вопрос. Я, как отец детей, которым нужно было в школу, тоже хотел, как и вы, завести детей в школу. Но есть решение. О решении я скажу чуть-чуть позже. Мы делаем каталог Мадлоба, там, где есть школы
в Батуми, школы в Тбилиси на русском языке и школы вообще, частные школы или государственные школы. И вот мы приняли для себя решение, что пока будем учиться удаленно, потому что коронавирус и сюда-сюда. Ну вот, а наши знакомые твердо решили устроить ребенка в школу, потому что социум, общение, вся такая вот херня. Нам была прочитана целая лекция на целый вечер, длинной вечер, что мы такие рассекие, лишаем ребенка общественного там движения, и вот он как это так, вот он в таком формате, вот и все. Я объясняю, что я вроде бы за общение, но в связи с тем, что я работаю аналитиком, я могу просчитать, что пока коронавирус, общественные места будут закрыты. Оплатить по 500, по 600 долларов в месяц за то место, куда мы будем ходить учиться удаленно, так я буду учиться удаленно и без этого места. И мне опять прочитали лекцию, там, тин-тин-тин-тин-тин, они меня победили. Они победили меня, и мы с моей супругой, ну, чтобы я практик же, не теоретик, мы приехали в Тбилиси и решили выбрать школу, которую выбрали наши знакомые. Они так хвалили, сказали, там такая директор, там такая учитель, там такая школа, прям центр Тбилиси, прям вот все есть, все. Мы приезжаем в этот район. Я говорю, как же, говорю, коронавирус там, вот, нет, мы работаем туда-сюда, но я принимаю решение, и мы с утра вместо Батуми едем в этот район Тбилиси, чтобы, я сказал как, приедем туда, посмотрим, и если вам понравится, то снимем квартиру около этой школы, и вы будете там жить и ходить в эту самую школу. Согласен. Раз такая социализация, раз я не могу получить звание отец года, потому что не могу устроить своего ребенка там в частную школу в Тбилиси, согласен, ходите в школу. Приехали. Теперь внимание. Мы подходим к воротам этой школы. Ну, то есть как бы к тому, что мы думали, что это ворота. Начинаем ломиться, там закрыто. Мы начинаем звонить, никто не поднимает. Звоним этой директрисе, она полвторого дня сонным голосом мне отвечает, что вообще-то она сейчас не на работе и показать нам школу не может. Вторник, 1:30. Потому что вот так. Я говорю, ну мы вас подождем минут 15-20, полчаса. Говорит, нет, я там буду, наверное, сегодня никогда. Я говорю, ну и ладно. Да? То есть, внимание, человек, который, по идее, обещал и говорил, что, как бы, что все будет хорошо, там 5-10, и эти школы заполнены. То есть огромное количество людей, которые считают, так же, как и наши знакомые, что социализация очень важна, готовы платить, внимание, по 500, по 600 долларов в месяц за то, чтобы ребенок числился в этой школе. Оплата там идет за год вперед. То есть вы относите этим людям 5-6 тысяч долларов, вы говорите, держи, и потом тебя закрывают на коронавирус. А теперь что делать? Оказывается, в Тбилиси вполне себе, внимание, есть русскоязычные классы в обычных школах. И дети моих знакомых туда вполне себе, в буквальном смысле бесплатно, от слова совсем, устроились. Там русские дети, русскоязычные учителя, русские классы, и там их обучают недорого и бесплатно. Но из-за незнания открываются типа частные школы. Поймите правильно, что позиционирование этих школ, это там у нас лучшие учителя, у нас там лучшие там вот это, у нас там лучшие классы. Но я ничего не хочу сказать, я не был. Но я вижу, что эти школы очень часто пишут объявления о найме учителей в эту самую школу за 1000 лари, за 300 долларов. Вот как моего ребенка может учить учитель лучший по профессии, который получает 300 долларов в месяц? Это, наверное, та, у которой не получилось быть маникюршей, стала учителем истории. Вполне себе нормально. Почему? Потому что, давайте говорить честно. Хорошие школы – это в первую очередь не место и не ценник, а это учителя. И сейчас, в период пандемии, в период
коронавируса вполне нормально учить детей удаленно. Да, так сложилось обстоятельство, да, пока нельзя, но есть огромное количество учителей, кружков, школ интернет, преподавателей онлайн, которые вполне себя учат. К нам приходит носитель английского языка домой 3 раза в неделю за вполне вменяемые деньги и учит и мою супругу, и моего сына английскому языку. Какая школа даст так? Никакая. А если пересчитать, то в стоимости будет дешевле. Поэтому смотрите каталоги Мадлоба, обзор школ. Мы, конечно, все школы частные, которые найдем в Грузии, туда поставим, донесем. Обещаем вам, что там будут правдивые, честные отзывы. Накрученных отзывов не будет. Мы за этим будем следить очень и очень точно. И не забывайте поставить лайк этому видео и нашему каталогу, где мы собираем ту информацию, которой нам не хватало. Пора барабан. Эмоционально? Ну, это правда. И не рекламно. Ага. Что, эти водой стаканы? Да, надо стакан. Помыть? Нет, налить я забыл. Помыть стакан? Да. Дальше поехали. Как выбрать ресторан в Батуми или Тбилиси? Поделюсь своим опытом. Это мой опыт, опыт путешественника, который отлично работает и в Тбилиси, и в Батуми, и в других городах. Первое. Никогда не смотрите на отзывы, допустим, на TripAdvisor, на сайтах этих ресторанов, либо в Фейсбуке. Почему? Потому что в Грузии не принято писать негативные отзывы от слова совсем. Не принято. Позитивные отзывы, молодец, пиши. Негативные не пиши. Они не понимают. Да? Но, второе. Смотрите отзывы на картах. Google карты, Яндекс карты. Русские, англоязычные туристы, они привыкли писать отзывы, оставлять отзывы, и они будут там правдивы. Там у людей закипает. Положительные отзывы пишут редко, негативные пишут хорошо. Четвертое. Мы специально делаем каталог Мадлоба, и там будет ресторанный уголок, типа ресторанная критика, где мы будем делать такой «делаем» чек-лист по этим самым ресторанам. Ну, а теперь советы практически. Еще будучи, когда я ездил в Польшу, меня один поляк научил. Говорит, слушай, Саша, а зачем ты ешь в этих забегаловках? Это же места для туристов. А кто такие туристы, говорит он? А туристы – это те люди, которые сюда приехали и, возможно, больше никогда не вернутся. Они разовые. И поэтому что им жрать вообще по барабану. А есть места, где кушают поляки. Есть рестораны домашней кухни, куда приходят на обед, завтраки, ужин, настоящие, не туристические зоны. Поэтому давай я тебя отведу, и он меня отвел во Вроцлаве в ресторан, невзрачный вообще, то есть я бы туда сам не зашел от слова вообще. Но там еда была божественная. Почему? Потому что там это было сделано качественно, хорошо, потому что понятно, что там люди голосуют ногами. То есть, если ты накормишь их плохо, они больше к тебе не придут. А туристы в любом случае к тебе не придут. Поэтому какая разница, как готовить. И если вы посмотрите туристические места, вот есть рестораны первой линии. Там, где местные не кушают, там кушают только туристы, приезжие, да, то очень много этих мест, там завышенные потолочные цены. Таких цен, это прям Грузия недорогая страна. Но, извините, отдавать там $7 за суп, это дороговато. Дороговато даже для Грузии, да, в этом формате. То есть, а почему? И вот еда, которая беспостойно курит. Вот он сидит, не расстается.
Сейчас я выдохну. Вот. Так вот. И что я вам порекомендую? Что в Тбилиси, что в Батуми у нас был негативный опыт. Чем раскрученнее для туристов ресторан, тем выше там цена и ниже там качество. Причем, как бы, ну, если вы не знаете, как бывает, для вас нормально. То есть, причем, как бы, что вот я четко знаю, понимаю, что есть там чуть-чуть глубже в Батуми, мы покажем на каталоге Мадлоба эти бары, ресторанчики частные, там, где можно очень хорошо перекусить, недорого, качественно и хорошо. И есть места, которые стоят так, потому что место решает все, а то, что там вторично, это те блюда. То же самое в Тбилиси, когда вы идете и проходите туристическим маршрутом, и где идет потоковый вал людей, как это было у нас. Мы пришли, сели, нас зазывали там, позвали. Нас позвали, усадили, дали шикарное меню, шикарные там такие, там были отбивные, и смотришь на это меню, на фотографию этого отбивного, и слюни текут. Хочется поесть, картошечка фри, да, отбивная, да, шашлычок такой ароматный, да, там, да, и салат греческий. И вот приносят нам все это чудо, и мы в недоумении. Вместо шикарного отбивного стейка нам приносят какую-то черную зажарку, поджарку, непонятно, это печень давно умершего мамонта, которая почернела, да, либо фекалии какой-нибудь там утки, которая пролетела мимо, ее просто положили, да, то есть оно даже визуально не походит на мясо. А шашлык это просто были угольки на шпажке, ну просто, да, и ты понимаешь, что скорее всего этот шашлык может быть даже разогрели в микроволновке, ну насадили, то есть это там вот ни вида, ни Мадрида. Греческий салат, он был с грузинским сыром и непонятной консистенцией, вообще, с овощами не первой свежести. И моя дочь, она тогда была очень активный человек, она сказала, что типа вот я хочу вот это, вот то, что здесь вот нарисовано, то и принесите, а это уберите или ешьте сами. Нам позвали старшего, который пришел и нам объяснил, что, вы понимаете, туристов много, а кухня одна, и за всеми не успевают, ну да, чуть-чуть пригорел, но зато вкус и все осталось, это же мясо. Он был послан во свояси, потом вернулся, мы за это платить не стали, поднялись и ушли. Но я видел тех людей, которые ели вот то, что им принесли, потому что, ну, хочется есть, ты турист, ты пришел, сел. Поэтому, друзья мои, как выбрать рестораны в Батуми и Тбилиси? Не идите в туристические места. Чуть-чуть дальше, километр дальше, и будут вполне себе рестораны, куда ходят местные. Узнайте, куда ходят местные, где любят обедать местные, где кушают. Вот, внимание, в любом городе, что Батуми, что Тбилиси, лайфхак, есть администрация. Я вас уверяю, около этой администрации есть небольшое кафе либо ресторанчик. Идите туда. Администрация этого ресторанчика будет хвалиться, и она вам скажет, что вы, у нас кушает даже мэр города. Мэр города кушает. Вот там кушать надо, там хорошо. То есть там, где кушают местные, там недорого, хорошо, все свежее. Еще больше информации о том, какие рестораны мы посетили, вы можете узнать в каталоге Мадлоба по вкладочке «Рестораны». Рестораны Тбилиси, рестораны Батуми, рестораны Кутаиси. Мы собираем коллекцию ресторанов, меню, цены, фотографии, отзывы, реальные отзывы о ресторанах, опять же, в каталоге Мадлоба. Пора-барабам. Так. Он родился с сигаретой в зубах. Наверное, когда он у мамы вылазил, сначала вылезла ножка, потом нахожу назад, и потом сигарета мама подкурила, и он вышел. Да?
Добрый мужчина. Сколько мы уже в эфире? 55. 55? Где попробовать настоящую грузинскую кухню? Я уже отвечал, но еще раз скажу. Друзья мои, я, наверное, буду капитан очевидность, но настоящую грузинскую кухню надо пробовать, и вы сейчас ждете, скажете, в грузинских ресторанах, там, где готовят грузины, там, где хинкали, но я вас разочарую. Понимаете, те места, где готовят для туристов, они, на мой вкус, цвет и кошелек, они испортились. Потому что любой грузин скажет вам, что не бывает хинкали, то есть хинкали только с мясом. Все остальное это не работает. Когда вам предлагают хинкали с картошкой, либо хинкали с творогом, либо хинкали с чем-то там еще, то вас обманывают. Такой кухни нет. И попробовать настоящую грузинскую кухню в таких местах, ну, так себе удовольствие. Но где же попробовать? Я вам скажу. Самая лучшая грузинская кухня, сейчас буду капитаном очевидности, в грузинских домах. Когда вы приезжаете кому-то, приходите кому-то в гости, неважно это в городе, в селе, в горах, вы там пробуете грузинскую кухню. Напроситесь в гости. То есть большие семьи, в этих больших семьях не ходят в рестораны. Они делают отличное хачапури прямо дома. Они делают классное лобио прямо дома. Они делают, вот вообще там типа есть острые, да, там вот эти всякие блюда и хинкали. Они делают это дома, и это самое вкусное, что вы вообще попробуете. То есть грузинскую кухню надо есть у грузин. Давайте прямо. Вот я белорус. Знаешь, что делается? У меня приходит уведомление от всех магазинов рядом. Почему? Потому что у меня телефон включился, я его включаю. Так вот я белорус. Я что-то сбился. А что тебе приходит сообщение? Ну, я не знаю, они, наверное, как-то пеленгуют телефон и потом отсылают. У нас акция, скидка на такой-то товар, на такой-то товар, на такой-то товар. Пока ты не отключишь Bluetooth, они тебе это присылают. Он у меня отключен. Когда я его включаю, приходят все за неделю. Я понял. Ну давай дальше. Итак, я белорус. Я точно знаю, что вот тех драников с мясом, с картошкой, тех драников, которые я ем дома или ем в гостях у своей крестной матери, я нигде больше не попробую. Ни в одном ресторане, потому что в ресторане это все не от души. Это все по рецептам, это все вроде бы есть, но это не так. И белорусскую кухню надо пробовать. Особенно хороша кухня белорусская, это в белорусских деревнях. То есть заехать в деревню, познакомиться с зажиточными хозяевами, у которых мясо и там сало в избытке, и там вам шкварки, там чарка, все поставят, и все будет в лучшем виде, и все будет ароматное, настоящее, как для себя. Знаете, то же самое, ни один шеф-повар не приготовит вам так в ресторане, как для себя дома. Ну, может, дома они не готовят, не знаю, не шеф-повар. Но, тем не менее, я считаю, что попробовать настоящую грузинскую кухню надо у грузин дома. Я бы очень хотел, чтобы в Грузии появились мастер-классы по приготовлению, там, допустим, хинкали, хачапури, чтобы это была большая кухня, как мы были в Италии, там нас научили делать пиццу, нас учили делать спагетти на большой кухне, там это все. И вот здесь этого, наверное, тоже не хватает, чтобы вот эта аутентичность этого приготовления, она была поставлена, сделана вот прямо перед вами, чтобы вы понимали историю блюда, приготовления. А лучше всего заезжайте куда-нибудь в грузинское село, просто в обычное село, вас там 100% накормят так, что вы будете вспоминать всю свою оставшуюся жизнь. Пара-барабам. Правильно? На теплоходе музыка играет. Как по-грузински будет? Как на грузинском языке слово? Друзья мои, это самые частые вопросы. Как по-грузински будет так? Как по-грузински будет да? Как по-грузински будет сказать, что типа я этого не хочу? Мы решили сделать словарь на Мадлобе. Внизу под этим видео будет словарик.
где мы будем писать самые популярные слова, самые популярные фразы, как что переводится, какие фразы надо знать для туристов. Ну, потому что это очень интересно, забавно, да, допустим, потому что как бы таких вот незнаний этих слов, оно бывает иногда комично и интересно, да. Когда я приехал в Грузию, у меня изначально спросили, ты приходишь в магазин, и там мужчина стоит, смотрит на тебя, такой мачо-мен и говорит «kiss me». И я не понимаю, думаю, чувак, я не хочу тебя целовать. Потом захожу в другой магазин, и там девушка подходит, заглядывает мне в глаза и говорит «kiss me». А дальше я понимаю, что kiss me это чем я могу быть вам полезен, как вам помочь. Да? Или там арбуз. Вы знали, что арбуз это по-грузински это ягода, зимняя ягода. И почему она зимняя? Тут нет зимой арбузов. А знаете почему? Я думаю, что скорее всего это потому, что она внутри как снег. То есть арбуз внутри как снег, и поэтому они называют его зимней ягодой. Да, вот такие моменты, они очень... А вы знаете еще, что есть там, это будет отдельный ролик, да, что получается, что у них мама – это папа. Они, когда говорят «мама», это значит папа. Прикиньте, какой сильный здесь патриархат, когда родители, отцы поняли, что первое слово «мама», они не заморачивались от слова вообще и не думали, что как бы сделать так, чтобы стать отцом года, и чтобы маленькие дети сразу звали не мама, а папа. Они просто решили, что в словаре отныне будет, если мама, то это папа. Понимаете? А папа, а мама это деда. Деда. То есть дед, это там, не знаю, 4-е, 5-е поколение, там вообще можно не говорить, там, да, в этом формате. То есть вот как это работает, друзья мои. И вот эта вся история, вот эти слова, они бывают не только перевод, надо объяснение, как это работает, почему. И мы решили сделать на каталоге Мадлоба такой своеобразный переводчик, где на видео будем вам показывать произношение и рассказывать историю этого слова. Думаю, будет интересно. Если вам это нравится идея, поставьте лайк и напишите комментарий, какие слова вам было бы интересно узнать, какие фразы, и мы обязательно найдем носителя языка и об этом все расскажем. Пора барабам. Кажется, пришли косить траву. Нет, они смотрят пожарный. Да, траву будут косить еще. Дальше поехали. Едем? Как правильно снимать квартиру на год? В ноябре стоимость будет еще меньше. Друзья мои, сколько лет я снимаю квартиры, сколько раз я рекомендую, советую, рассказываю. Все ВОЗ и ныне там. Как правильно снимать квартиру? Я всегда выбираю по хозяевам. Я всегда не снимаю первое, что мне показали. А я всегда приезжаю, допустим, давайте так, как правильно снять квартиру в Батуми. Октябрь, конец октября – шикарное время для снятия. Вы можете договариваться всегда на год. Почему? Потому что такая вилка, она чем хороша? Почему на год? Потому что сейчас желающих арендовать жилье минимум, очень мало. Люди уезжают, сезон заканчивается, люди уезжают. В ноябре, да, цены будут еще меньше. А в декабре они будут совсем меньше, а в январе и того меньше. То есть и надо понимать для себя, что потом в мае они опять начинают расти. Да? И вот здесь подводный камень большой, что вам будут стелить и вам будут танцевать джага, ну танцы перед вами. Но вполне возможно, что в мае попросят вас съехать. И если у вас не будет бумажки, без бумажки вы букашка. Нет договора, нет разговора, потому что как бы здесь есть два фактора. Человеческие, а второй договор на бумаге. Причем всевозможные как бы
ухищрение о том, что коммунальные платежи недорого, я вам скажу честно и прямо, что мы, когда снимали дом, я точно знал, потому что я снимаю дома часто, что 200-300 долларов мне надо плюс еще на коммуналку. Потому что большой дом надо топить. А зимой, даже осенью холодно. И темно, надо свет включать. То есть коммунальные услуги, чтобы было комфортно жить. Зачем снимать дом, там, допустим, за $1000 и экономить там на отоплении, ходить там в шубах? Непонятно. Хотя есть и такие товарищи. То же самое, когда вам обещают, и вам хозяева перед сдачей будут объяснять о том, что у нас так тепло, в майке будешь в декабре ходить. Но вам не будут говорить, что коммунальные услуги, то есть это будет в майке ходить, если ты x2 стоимость аренды, потому что на коммуналочку умножишь. Да, то есть, опять же, проговаривайте обязательно, входит ли в эту стоимость коммуналка. И что будет, если это все переплатить. Потому что как бы коммуналка здесь включает в себя свет, газ, воду, а теперь внимание. Если вы не заплатите, то там не будут вам там типа пени, там, они просто придут и выключат нахрен. А слово совсем. То есть 10 дней неоплаты, до свидания, придет человек в форме, выключит все, и вы будете потом искать его, чтобы там платить штраф, потом подключение, там 5-10, и грузины это знают. Опять же с интернетом, да, опять же, вот, внимание, как правильно снимать. Агенты недвижимости, это, ну, если вы садомазохист, то давайте. Почему? Потому что задача агента недвижимости говорит, типа, вы же ни за что не платите. Платит всегда арендодатель. Это правда. Но он уже включил стоимость своей аренды плюс услуги этого агента в вашу стоимость, которую вы оплачиваете. Это такая подмена понятий. А теперь внимание. Вот я ни разу за 3 года не видел ни одного отзыва о том, что была проблема с арендодателем, и на выручку пришел агент, который ни разу. Почему? Потому что в вашем договоре не будет ни слова о том, что будет, если вы сняли квартиру на год или дом на год, а потом, однако во время пути аренда могла подрасти. И хозяин сказал, а зачем вы мне нужны в мае, если за ваши там $500 в месяц, если я еще буду сдавать $100 в день. И будет прав. Знаете, и вы будете причитать, а потом вам начитают еще коммунальное, а потом там то, что вы сломали, потом вы будете агенту, а агент скажет, я ничего не могу поделать, вот такие законы Грузии, я же вас предупреждала. Как правильно? Давайте, как правильно? Что бы делал я? Шаг первый. Это приехать в Батуми, в Тбилиси, неважно, да? Приехали и через Airbnb, либо через Booking.com сняли на 3 дня квартиру. Сняли в одном районе, пожили там 3 дня. Потом сняли в другом районе, пожили там 3 дня. Сняли в 3-м районе, и только потом, а лучше 5 районов, да, там, допустим, по 2 дня. То есть вы 2 недели поживите, и только потом примите решение, в каком районе хотите жить. Почему? Потому что Батуми, Грузия, она непредсказуема. Здесь есть вот такие стуки, груки, и теперь внимание, по выходным, сука, вы можете снять офигенную квартиру с видом на море, а рядом у вас будет стройка, и, блядь, с 9 часов утра и до 10 часов, до 12 ночи там может громыхать. Знаете, бум-бум-бум, не музыка, а даже если и музыка, с пляжа, ничего сделать не можете, а слово вообще. Громыхает тут так, что мама не горюй. Отбойные молотки, кувалды, дрели, шмели, такое ощущение, вот просто поймите, что Грузия, такое ощущение, что как бы это страна, где люди не любят тишину. Надо, чтобы что-то стучало, там косило, гремело, сверлело, и вот так всегда. А прикиньте, какой кайф, то есть вы сняли. Вот я все время иду, вижу такие большие комплексы и думаю, как повезло людям, которые сняли за нормальные деньги здесь на месяц жилье. Все громыхает. Второй обязательный совет. Обязательно. Никогда, слышите, никогда не снимайте. Вот я просто напишите себе в голове там где-то. Никогда не снимайте квартиру по фотографиям.
или по видео, никогда, сука, не снимайте. 10 из 10 вас кинут. Вот сразу говорю, там, да, вот ко мне пишут, я говорю, я ничего не могу сделать, да, то есть люди приехали, им показали фотографии там квартиры, там туалет, там спальня, вид из окна, все показали, все классно, они заплатили за 2 месяца вперед. Ну, первые и последние месяцы заплатили вперед, нормальные деньги, приехали, а теперь внимание, да, туалета, сука, оказывается, нет. Кухня, которая была на фотографиях, это не их кухня, там просто одна комната, то есть вот комната и все. И ты в этой комнате, как в общежитии номер, и больше ничего. Знаете, то есть как бы, а хозяйка разводит руками, говорит, я вам все показала, да, туалет, ну, мы хотим его там пристроить, но пока его нет. Кухня, ну, ее тоже пока нет, это в планах такая кухня, мы хотим такую кухню, да, и все. Понимаете, и в принципе, то есть ты снял, и вот таких историй много, просто люди, которые так делают, я говорю, давайте напишем это на ютубе, на фейсбуке и прочехвостим этих, я не хочу там, да, люди добрые, они не хотят, и возможно, кто-то сейчас смотрит эту фотографию и снимает эту квартиру по фотографиям, там фотки шикарные, я бы сам снял, знаете. То есть и там люди, которые там утверждают, и они даже, мы видео вам включим, потому что вы же не говорите там, вам она снимает, там нормальная квартира, нормально, там думаешь, такая прям кухня классная, туалет, а там нету ни кухни, ни туалета. Вообще. То есть куда ходить в туалет, наверное, в лифт будете ходить, или в горшок и выносить, бля, по утрам, бля. Ну, знаете, трешак. $370 в месяц люди отдали сейчас за квартиру, в которой нет туалета. Ведро, как это говорит, так, есть вы можете купить биотуалет, у нас тут есть. Конечно, можете. А что, потом в аэропорт с собой заберете биотуалет, будете ехать с этой коробкой. А что нет? Вот. И третий совет. Выбирайте всегда из 5 вариантов. То есть не берите первое попавшееся, потому что вы не знаете специфики. Вот лучше пожить в районах, и пусть у вас будет, потратьте больше времени, но выбирайте из нескольких вариантов, чтобы было много. Когда вы говорите, срочно, это вот последняя цена, это все на лоха. Ноябрь не срочно, никому не срочно. И как это считается? Смотрите, то есть как бы, вот, допустим, эта квартира летом стоит 800, зимой она может стоить там 300 в базарный день. Это самая потолочная цена там, да, то есть квартира за 800, она может, то есть она максимум будет стоить зимой 300. Почему? Потому что вы еще на коммуналке дадите 200 и будет 500. Ну, нет, есть экономные чуваки, но я просто не из таких, да, которые там типа, ой, выключи это, нам не нужен духовой шкаф, там мы будем без этого, ой, и так хорошо, оденем шубу, будем ходить в шубах. Нет, но, как считается, то есть если квартира стоит, допустим, 800 летом и 300 зимой, то вполне нормальная цена 500 на протяжении всего года. Ну вот, год. Но опять же, вы четко понимаете, что когда вы платите, когда вы договариваетесь на год вперед, у вас есть фора, потому что гарантии того, что она или там хозяин будет сдавать эту квартиру зимой, нет вообще. Понимаете, тут зимой вымирает, есть огромное количество номерного фонда, классные квартиры, которые там на сутки, на неделю вполне себе по очень недорогим ценам. А теперь внимание, владельцу квартиры или дома очень надо, выгодно, чтобы кто-то жил. Почему? Потому что если он не будет жить в этой квартире либо доме, он не будет его отапливать. Отопление очень дорогое. А чтобы приходить самому включать отопление, это накладно. Ну, правильно? А если не включать отопление, то что будет? Отсреет все нахрен. И полы, и стены, и мебель. Будет плесень, а плесени в Батуми очень много, да, и вот эта плесень, которая будет плесень, вонь, да, потому что не топят. Заедьте вот в любой дом, который там в деревне не отапливаем. Вы увидите запах, все ароматы там Беларуси, Украины, России. То же самое в Грузии. Законы физики кто это менял, законы биологии тоже это не менял. И здесь вы в более выраженной позиции. Но когда вы это снимаете на год, у вас должен быть договор.
и там будет прописано в случае, если хозяин передумает или захочет, то он платит, допустим, там штраф. Либо возвращает, там, или там 2 месяца вы живете бесплатно. Почему? Потому что когда у вас это прописано, вы можете с этим идти в суд. И вам будут говорить местные юристы, агенты, говорить, что типа, ой, это в суд бесполезно, всегда суд на стороне этого. Нет, суд в Грузии нормально работает на стороне закона. Если у вас прописаны штрафные санкции, если вы все прописали в договоре, то все будет нормально. Смело, вот что делать, когда вас выселяют? Смело полицию вызывайте. Вот вы должны запротоколировать тот факт, что вас выселяют, потому что потом эти агенты и эти люди, которые вас заселяли, будут честными, добрыми, говорят, а вы сами захотели съехать. А полиция просто запротоколирует тот факт, что вас выселяют против вашей воли. И тогда будет по-другому. А когда у вас есть договор, то все будет по договору. И лучше всего, чтобы договор был на 2 языках. На вашем, на русском, допустим, и на грузинском. Когда вообще все будет шикарно. Пара-пара-пара. Сколько мы уже в эфире? 75, час 15. Мы опять начинаем. Еще 2 вопроса. У матросов 2 вопроса. На теплоходе музыка играет. Прикольно? А я одна стою на плоту. Так. Как добраться из Тбилиси в Батуми и обратно? Друзья мои, самый простой вариант это, конечно же, поезд. Тут ходят поезда, но в чем минус этих поездов? Поезд идет от Батуми 2 раза в день, ходит утром, по-моему, в обед, идет прямо до Тбилиси. Это Штадлер, это классный поезд, но в чем минус? Минус, там нет лежачих мест. То есть там сидячие. И в зависимости от ширины кресла стоимость. Есть там за 60 лари, есть за 25 лари. Ну, плюс-минус вот такие цены. 60 лари это такой бизнес-класс, то есть там получается... Нет, есть еще и за 100 лари. Это на 2-м этаже, там такая есть бизнес, типа, как на столы, там туда-сюда. То есть как бы все для тебя. Вот. Но сидеть в мягком кресле за 60 гораздо удобнее, чем за 20. Ну, прям удобнее. И соседей меньше в расстоянии. Но можно вставать, есть туалеты, даже есть какие-то аппараты там с конфетами, там, водой и все дела. Ну, в принципе, нормально. Но ноги особо не вытянешь. Хочется прилечь. Вот чтобы прилечь да полежать, было бы вообще шикардосно. Но это самый, наверное, стабильный, самый безопасный вариант. Почему? Потому что как бы здесь момент такого плана, что вы сели и вы точно приедете по расписанию. Вот точно приедете по расписанию, потому что эти поезда ходят по расписанию. И это факт. С Тбилиси в Батуми то же самое. На поезде ссылочка внизу. Кстати, мы только недавно узнали, что можно, оказывается, ну, обычно как, приходишь в кассу или заказываешь билеты. Вот что мне удивительно, ты заказываешь билеты через официальный сайт грузинской железной дороги и не можешь выбрать место. А через сервис можно выбрать место. И мы покажем вам, как правильно эти билеты выбирать. Потому что хочется сидеть около окна, да, чтобы ножки вытянуть. Это самый такой правильный вариант. Второй вариант, это, конечно же, ходит огромное количество маршруток. Что с Тбилиси в Батуми, что в Батуми из Тбилиси. Но опять это по цене будет там 20, 30, 40 лари в зависимости от желания. Но опять же, это что-то похожее на 20 лари в Штадлере. По времени будет плюс-минус то же самое, но я не люблю скопление людей, чтобы мне выйти в туалет, надо просить остановку. Ну, вот как бы так, да. Ну, третий вариант тоже я им пользовался. Это вариант, очень много людей в силу тех либо иных причин ездят из Тбилиси в Батуми и обратно. Многие ездят каждый день. У них классные машины, они очень часто ищут попутчиков. Поэтому можно в Фейсбуке есть целая... Если хотите, то в Фейсбуке вы найдете. Просто задайтесь вопросом. И там есть эти самые
сообществах, где люди предлагают либо туда, либо обратно проехать, и там цена вполне себе адекватная. Я этим, опять же, не особо люблю, потому что черт его знает, какой там чувак и что он пил там вчера, какая у него машина и как он вообще водит. А говорить, остановите посреди дороги, я сойду, ну, такое себе удовольствие. А я человек, как бы, такой очень трепетно относящийся к своей жизни и не хочу, чтобы отдавать ее в руки кому-то, кого я не знаю, слова вообще. Ну, четвертый вариант, к которому мы прибегаем, это очень классный вариант. То есть это вариант, мы просто берем таксиста, и он едет с нами. Мы приезжаем в Тбилиси, он с нами там ночует, обедает и едем назад в Батуми. Ну, там 2 дня в Тбилиси, то есть он нас там возит, то есть у нас, получается, мы на такси приезжаем в Тбилиси, там на такси мы ездим, и на этом же такси приезжаем назад. Оптовая цена, оптовая скидка, все хорошо. Пятый вариант, которым пользуются наши знакомые, они арендуют машину, они арендуют Prius. Аренда Prius 40 лари в сутки, двое суток получается 80 лари, и приезжают к нам на Prius. И бензин получился у них там что-то 50 лари бензин, то есть 130 лари, ну давайте так, 150 лари у них обходится поездка на 5 на Prius туда и обратно 2 дня. Вот такие способы добраться до Батуми, либо до Тбилиси. Есть еще автобусы. Есть еще автобусы. Большие автобусы тоже ходят, и тоже как вариант можно попробовать. Опять же, если вы есть какие-то еще варианты, добавляйте их. Может, кто-то пешком ходил или на велике ездил. Пишите их в комментариях под этим видео. Приходите на канал Ахмадлоба, где мы эту статью развернем, и я покажу, как правильно билеты заказывать, где, и поделюсь с вами лайфхаками, информацией и полезными советами о том, как добраться из Тбилиси в Батуми и обратно. Пора-пора вам. Понятно изложил? Даже вариантов накидал. Так, и последний вопрос на сегодня, потому что мне уже пора, и вам уже, надеюсь, тоже. Интернет-торговля в Грузии. Насколько развита и что ожидать? Что мне здесь нравится, друзья мои, так это то, что я ощущаю себя не как черепаха Тортила там 300 лет тому назад, а я ощущаю себя, как будто я в Москве лет 15 тому. Вот здесь это все в таком состоянии. Я вам хочу доложить пример, как я покупал стабилизатор. Вот я сейчас снимаю это видео на стабилизатор DJI. И в Тбилиси есть официальный представитель этой компании. И я подумал, а зачем мне париться, я куплю официального представителя, у них есть сайт. И перешел на сайт, там этот стабилизатор был, но не в наличии. Я позвонил в компанию, и к чести компании меня тут же связали с человеком, который говорит на русском языке, и он мне объяснил, что он мой номер записал, как только они появятся у них в наличии, они мне тут же позвонят. Вопросов нет, мне через 4 дня позвонили, сказали, они есть, вы можете заказать. Можете заказать. Окей, говорю я, через сайт, да. Есть, через сайт. Захожу на сайт, начинаю заказывать, но не нажимается кнопочка в корзину. Я им звоню, говорю, я как бы хочу заказать, он в наличии, но не нажимается в корзину. Он говорит, сейчас разберемся, и тишина. Через 2 часа не он мне, а я ему звоню. Говорю, я хочу у вас купить, он, я помню, я говорю, не нажимается в корзину, и, возможно, ваш администратор сайта не поставил, что товары есть в наличии на складе, поэтому ваш сайт, он не понимает, что они есть и не дает заказать. Сейчас уточню. Он уточняет, оказывается, точно не поставили корзину. Да, Александр, вы были правы, мы не поставили, но поставили, сейчас можно сказать, все. Я заказываю, отправляю в корзину, мне приходит в корзину, оплата там 200 с чем-то долларов, я оплачиваю картой, а теперь внимание, тишина. Ни сообщения, то есть я-то вижу, что деньги мои ушли с карты, но не вижу на сайте, что подтверждение платежа. То есть нету ничего, просто тишина. Ни на почту ничего не пришло, никуда не пришло. Я им звоню. Не они мне звонят, а я им звоню. То есть, говорю, там деньги ушли, а когда заказ,
когда вы привезете его, когда ожидать, когда вы получили их или нет. Он сейчас позвоню, уточню. И опять тишина. Ну, вот это для чего, я говорю, вот эта тишина, это потому что как бы я жду чего? Как в любом магазине, то есть я оплатил, мне пишут спасибо за покупку, там пла-пла-пла, ваш товар будет доставлен, мне звонит менеджер, уточняет, куда везти, когда везти, буду ли я дома, там пам-пам-пам-пам-пам-пам, пытается сделать какие-то доп. Продажи, а может вам чехол, а может вам батарейки, а может вам платформу, а может вам то, а может быть это, а может быть наклейку там, или там что-нибудь там для этого, то есть вообще ничего. Знаете, то есть такое ощущение, что я у них первый и последний чувак, который покупает через интернет-магазин. То есть они такие, вау, у нас есть первый покупатель. Ну, потому что вообще не развит отдел продаж. Второй момент интернет-магазины, то, что надо знать, это момент того, что интернет-платежи здесь не развитое слово совсем. Это что-то типа как в Беларуси, да, когда люди такие, ну там уже получше стало, когда люди получают пенсию на карточку, либо зарплату, потом выстраиваются, сука, в очередь к банкомату и снимают с этой карточки деньги себе в кэшем. А почему я это знаю, что так в Грузии? Потому что я наблюдательный аналитик. И я вижу, как вот я хожу, есть магазины, Агрохаб, допустим, и даже люди, которые вполне себе хорошо зарабатывают, покупают хорошие продукты себе, даже там они почему-то, сука, рассчитываются налом. Зачем вы считаете эти копейки и кэш? Зачем, если есть там, не знаю, Apple Pay, Samsung Pay, ну, в телефончик привел и все, и тебя сняло аккуратно. Карточку можно приложить. Нет, блядь, кэшем. Тут вот, и смотрите, из 10 наблюдаемых 8 платят кэшем. Это говорит о том, что вхождение интернет-платежей здесь мертво. То есть вот оно вообще никакое. Нет, оно есть, можно, но очень тяжело. Тут очень как бы эквайринг, кто тоже работает через CBC банк, только как бы здесь все. Третий момент. Тут отсутствует такие сервисы, как, допустим, там YouMoney, да, там, ну, то есть такие там Kiwi кошельки, WebMoney. Тут вообще электронные деньги это такое, они как бы есть, как мед, но их сразу нет. Как бы здесь, ну, так не работает, да, соответственно, четвертый минус по интернет-торговле это логистика. Логистика здесь беда. Но вот если бы здесь было что-то типа деловых линий, было бы классно. Чтобы здесь была какая-то служба доставки, там, допустим, как Новая почта в Украине, тоже было бы классно, да, то есть как бы здесь по почте нормально, но опять непонятно, да, то есть как бы с логистикой здесь как бы есть местная почта, она вполне себе нормально работает, но я там беру посылки с Алиэкспресса, там с eBay, но опять долго, непонятно, и здесь как бы нет специальных сервисных служб, тут как бы здесь в таком зародыше. Все хотят, чтобы это было, но не понимают, как это работает. Оно придет. Кто будет первым, тот вообще снимет все сливки. Это понятно, что вот мы сейчас, когда делаем MadLobo, мы понимаем, что многие компании сделали сайты не для того, чтобы это был сайт, визитка с возможностью предварительного заказа, а для того, что, ну, у компании должен быть сайт, и вот у них есть сайт. Херня, что у него там нет мобильной версии, непонятный, вообще никакой, но он есть и есть, как визитка, да, и вот в этом формате. Поэтому с интернет-торговлей здесь как бы все очень и очень скучно, грустно, но есть куда расти. Опять же, риск, что все пролетит, как лейтенант Фанера над Парижем, есть, но, опять же, кто первый, тот и побеждает. Здесь очень хорошо заниматься на начальном, вот это растущий рынок, это хорошо, но опять же я могу ошибаться, и если бы я знал, как правильно, я бы вам сказал. Но я буду знать лет через 5. К этому времени я думаю, что вы будете знать. Пора барабан. Друзья мои, вот и стриму у нас конец. Вопросы есть? А кто слушал, молодец. Вопросы. Добрый день. Хочу бросить Европу, приехать в Батуми, заниматься внутренними ремонтами. 5 лет стажа во Франции – это риск или? Ну, смотрите, внутренние ремонты здесь
спросе и в большом. Почему? Огромное количество, вон стоит там, да, там, допустим, тут есть жилые комплексы, кварталы, там, да, там люди покупают недвиговую, здесь это все есть, опять же, как вы будете запакованы. Потому что я вижу и знаю стройбанов, которые вполне себя хорошо чувствуют. Я понимаю, то есть, если как бы смотреть от того, что здесь какой-то клондайк, это, наверное, нет. Опять же, как вы будете запакованы, что вы сможете предложить, по каким ценам. Что бы порекомендовал? Это просто приехать сюда на месяц, да, на месяц, на два, пожить, посмотреть, проанализировать и не пойти в бой, а просто побыть в качестве клиента. Просто попробовать себя в качестве клиента, чтобы прощупать цены, прощупать предложения, прощупать то, что люди, ну, кто вам мешает, допустим, приехать не сразу в бой, там, с мастерком и отверткой, да, а сразу приехать и сказать, типа, я купил здесь квартиру. Вы даже можете с Франции, оттуда сюда звонить этим компаниям и уточнять, я купил квартиру, какой будет ремонт, вы же знаете нюансы, понимаете? А сколько вот там чистовые, кто за материал, а что будет если там, да, а как это, как приемка, что будет, если не будет там острые углы, а что если будет, вы там мне завалите горизонт, а что если там то, а что если это, каким материалом пыльцы, а как покупаете, как отчитываетесь. И вот такие моменты вы можете узнать, чтобы понять, сколько что стоит. То есть понятно, что сразу, ну, опять же, можно нарисовать себе, что вы купили какую-то квартиру, и вы ищете бригаду отделочников, либо бригаду там людей, которые могут это сделать, либо ищете прораба, который займется работами на вашем объекте, да, и опять же промониторить те цены, ту стоимость, которая сейчас есть, и тогда вам будет счастье. Но, то есть как бы мое личное мнение, что человек, у которого руки с плеч, всегда найдет себе работу и занятие. Пора-барабам. Конец. Друзья мои, спасибо, что были, что посмотрели. Я думаю, что про Грузию, про Батуми я уже рассказал достаточно. Мы с вами были сколько по времени? Полтора часа. Полтора часа и 10 вопросов. Я уже прям выдохся. Спасибо за внимание. Приходите на каталог Madloba.info, где мы делимся, рассказываем, показываем вам все самое интересное того, чего не хватало нам. До свидания.